Речь чуть ли не единственное, что осталось у нас настоящего. Что мы делаем, когда хотим выложить фото? Делаем ракурс получше, свет поярче, выгодно отставляем ножку и вуаля, мы стройнее, моложе, свежее. Честно говоря, я и сама учу этим приемам для эфиров. Особенно актуально в бум удаленной работы. В более радикальных случаях, когда ракурс уже не помогает, мы, конечно, идем к врачу и что-то там подтягиваем, что-то отрезаем. Это работает с прессом, с лицом, с бедрами, но только не с одной важной деталью. Только не с голосом. И это очень любопытная тема, о которой я хочу с вами сейчас поговорить. Чтобы было проще представить, вспомните, как сейчас звучит Алла Пугачева или, например, солистка Тату, помните такую, Юлия Волкова? Несмотря на все их возможности, мы слышим, что связки не поддаются пластике. Прокуренный или надломленный голос остается таким. Пока, к сожалению, не придумали средств. Но это, казалось бы, про артистов пример, да? На самом деле нет. Посмотрим на нас с вами. Даже если со связками у нас все окей, хотя я знаю, что подавляющему числу людей не нравится, как они звучат. И, между прочим, если хотите это побороть, чаще себя записывайте и слушайте. Это невероятно помогает привыкнуть. Я с 17 лет читаю в эфире новости, сюжеты, веду программы, и несмотря на то, что у меня голос поставлен, первое время я, как и все, привыкала, так что советую. Так вот, если со связками у нас с вами все окей, наша речь нас очень сильно выдает. Как и что мы говорим. Помните недавний бум Clubhouse? Сеть, где каждый мог сам себе устроить радио, выйти в эфир и неограниченно выступать. Что тогда вышло на поверхность? Сложность говорения. Все собственно, это самое, как его, соответственно, вот, повылезали, как грибы после дождя прямо во рту. Многим стало стыдно, и многие не стали выходить в эфир, продолжив постить фоточки в соцсетях с фильтрами, с ракурсами, все как мы любим. Но проблема, к сожалению, никуда не ушла. Особенно, если вам все же нужно преподносить информацию о себе, своих идеях, продуктах, а нам с вами все это нужно. Тут еще желательно, чтобы вас при этом слушали, верно? Потому что от этого зависит, возьмут ли вас на работу, дадут ли повышение, доверят ли проект покрупнее, очаруете ли вы собеседника на свидании, сможете ли поставить на место хама. Это про микродостижения или глобальные успехи каждый день. Ведь содержание вашей речи напрямую сообщает людям, кто вы, на какой вы социальной ступени, какое образование получали, в каких кругах общаетесь, как вы себя чувствуете относительно аудитории. Например, обращаетесь ли вы к собеседнику «братан», «братишка» или «господин, сударь», «привет» или «добрый вечер». Пара советов, если вы хотите встать на ступеньку выше в речи, то есть все же добавить немножко фильтров и ракурсов. Первое. Используйте много разных синонимов, не только интересный или креативный, сильный или крутой. Вспомните, что есть слова совершенный, красочный, переворачивающий, невесомый, стремительный и много-много других ярких и образных слов. Кстати, про образы. Их всегда стоит добавлять в речь. Только если вы не на протокольном докладе, вспомните и вплетите в разговор легкий как перышко, повис как дамоклов меч и тому подобные фразы, которые сразу создают объем и захватят внимание. Так работает наш мозг. Казалось бы, простые вещи, но почему мы их не применяем? В ходе своей работы я после активной карьеры теле- и радиоведущей, продюсера, стала тренировать топ-менеджеров, готовить их к публичным выступлениям, к защитам проектов. Так вот, я обнаружила один любопытный аспект. Начитанные, образованные люди боятся говорить слишком красиво, как им кажется, приукрашать свои достижения. Знаете почему? Потому что стыдно. Даже когда есть победы, преодоление, цифры и факты, успехи личные или компании, мы зажимаемся, мы мямлим, мы смотрим в сторону. Так происходит на ковре начальства, на планерках, на докладах, на собеседованиях. Воспитание наших родителей, все эти «не высовывайся», «тише едешь, дальше будешь» дают свои плоды. Но подумайте, что у нас с вами остается в этом мире фотошопа и фильтров, кроме как несмелость говорить и проявить себя настоящего. Смелость заявить о себе, о своих победах, смелость обозначить свои таланты, смелость быть услышанным. Да, ваша речь может быть не как у диктора на радио. Дикционные огрехи, если они у вас есть, поверьте, исправляются довольно быстро. А что слышно дальше? Гэп между вашим ощущением себя и реальным положением дел. Так, например, барышни за 40, которые говорят, знаете, как оленята Бэмби. Ко мне часто приходят с таким запросом. Представьте, на вид женщине 40, а разговаривает она вот так, нежно. И этот гэп
мешает брать большие проекты, несмотря на образование и достижения, потому что начальство не дает, потому что не верит, что эта девочка потянет, сможет. Что еще? Ваши страхи, сомнения, ваша неуверенность в речи видны, знаете, между строк. Это скачущие интонации, это паузы, это быстрый темп, это суровость голоса из-за страха. Наверняка эти вещи знакомы практически каждому, кто меня сейчас слышит. И знаете, как люди, например, воспринимают ваш быстрый темп речи в презентации? В первую очередь, как нежелание с ними общаться, побыстрее от них отвязаться, а отсутствие живых интонаций как незаинтересованность. Так что можно много лет бороться за показатели, получать сверхрезультаты, спасать людей, учить детей, создавать новые технологии, но не уметь их преподнести. Если вы не хотите вновь столкнуться с такой проблемой, послушайте тех спикеров, которые вам нравятся, и вы заметите, уверенность равно размеренность, не путать с заунывностью, отсутствие суеты. Как говорит человек, который знает себе цену? В ритме вальса. Посмотрите на свою речь как на музыку. Она должна быть не монотонной. Одну ноту довольно тяжело слушать дольше 10 секунд. Она должна быть ритмичной, не занудной и содержать честные эмоции. Как же все это сделать? Задайте себе вопрос, что самого ценного из всего вороха мыслей должно остаться у моей аудитории в голове? У вас есть только одна пуля. В какую мишень с мыслью она должна попасть? А затем поймите, почему именно эта мысль важна для вас. Что будет, если людям она зайдет? Своим ученикам я всегда говорю, ставьте цель, и тогда страх не важен. Если на вашего близкого летит автобус, и вы стоите через 10 полос движения, вы будете прыгать, орать, скакать, махать руками, но вы добьетесь, чтобы человек увидел автобус и отошел. Вы не будете думать, а так ли я сейчас выгляжу, а то ли я сейчас сказал, правда же? Я расскажу вам одну историю, она показательна. Ко мне пришла женщина и попросила подготовить ее к выступлению. Детский невролог в крупной госбольнице. Реально переживает за своих пациентов и за то, что другие медики могут им навредить некомпетентным подходом. Через пару дней она вернулась с обратной связью после конференции. Оказалось, это выступление было для нее решающим. Начальство, коллеги, доброжелатели уже поставили на ней крест, и несмотря на ее профессионализм, из-за болезни, из-за семейной ситуации, она совсем выпала из обоймы и не могла внятно выступать, запиналась, сомневалась, мялась. Думали, все, не вернется на работу, а ей было очень важно помогать детям, заниматься своим делом в хорошей клинике, где есть для этого возможности. А еще донести коллегам, чтобы те не залечивали детей, не давали им препараты, которые не решают проблему. И тут она выходит с речью. Медики выступают, честно говоря, обычно супер уныло, и мы пересобрали ее презентацию так, как обычно не принято выступать, ярко, с примерами, и в ней проснулась уверенность. Она знала себе цену. Мы это с ней обсудили. Так вот, дальше ее заметили, пригласили читать лекции, дали работу большой проект, строительство целого центра. Она расправила плечи и поверила в себя. И больше нет никакого смущения, что она слишком приукрашает достижения. Нет, они ее. Просто стала смело о них говорить, чтобы помогать. Призвание и ваше дело – это то, ради чего вы живете. И ваш голос – это инструмент, который покажет вашу экспертизу и уверенность каждому. Потому что мы это считываем между строк, в полутонах, а их не отфотошопить.